Это история про одного эфиопа, которого задолбало жить в Эфиопии. Хреновые времена тогда в Эфиопии настали. Повылазили отовсюду всякие подонки. И как-то очень успешно на всех руководящих постах расселись. Хорошим людям от них вообще житья не стало. Ну вот, значит, наш эфиоп помыкался, да собрал барахлишко в тачку, взял с собой жену и сына и отправился на запад лучшей доли искать. А на западе в те времена была мусульманская страна, султанат Дарфур. Да нет, Синар. Перебрался он в этот Синар, а там еще хуже. Подонки жируют, хорошие люди голодают. Перебрался еще западнее в Дарфур, а там вообще виллы. Там подонки нормальных людей отлавливают и в рабство продают. К эфиопу один такой по дороге пристал. Говорит, продай мне свою бабу и пацана. Все равно ведь не убережешь. Или скрадут их у тебя, или отнимут. А так хоть деньги за них получишь. Эфиоп до того напугался, что в тот же день с главной дороги свернул. И дернул на юг. Аж до самых Нубских гор. А в Нубских горах в то время жили вольные нубы. А они там до сих пор живут. Хоть и не такие вольные. А тогда они были совсем вольные. Чернущие, здоровенные, плечистые, ходили гордо, никому не кланялись. Потому что некому там было кланяться в Нубских горах. Не было у них ни царя, ни князя, ни командира, ни даже начальника какого завалящего. А только один дедушка-шаман на все случаи жизни. А вот к этому дедушке эфиопа и отвели. Дескать, разберись, дедушка, чего этот приезжий хочет. А дедушка в самом деле умный был. По-арабски понимал хорошо, по-амхарски, то бишь на эфиоповом родном языке, тоже понимал маленько. Эфиоп ему давай рассказывать про свои злоключения. Дедушка его внимательно выслушал и спросил: уходишь или остаешься? Как скажешь. Эфиоп ему сказал: да куда же мне идти-то? В Дарфуре нас в рабство продадут, в Синаре мы с голоду подохнем. А у нас в Эфиопии хорошим людям вообще житья нет. И давай по новой перечислять все свои злоключения. Дедушка его уже не слушал, а палочкой по земле чертил. Как эфиоп закончил? Спросил: хороший ты или плохой? Как скажешь. Эфиоп сказал: видит Бог, я неплохой. А был бы плохой, мне бы в Эфиопии хорошо жилось. Дедушка сказал: тут-то не Эфиопия. Тут-то хороший человек хорошо живет. Плохой человек никак не живет. Тебя не разобрать, хороший ты, плохой ты. Ладно, живи пока. Вон дом свободный. И показал Эфиопу глинобитную хатку. Без единого окна, соломой скрытую, круглую такую. Эфиоп туда заселился. Дедушку отблагодарил. А отрез ткани ему подарил. Был он по профессии ткач, а жена его была пряха. А местные все ходили голые, некоторые без трусов вообще. И, глядя на них, Эфиоп уже предвкушал,
как у него тут бизнес развернется. В первый же день по приезде натянул он возле хаты веревку и вывесил на нее лучшие образцы своих изделий. Местные набежали, тряпки расхватали, Эфиопу ни копейки не заплатили, даже спасибо не сказали. Он обиделся. Пошел дедушке жаловаться. А дедушка в ответ только руками развел. Что плохо? Не понимаю. Мы тебе дом давали. Ты нам ткань давали. Всем хорошо. Почему плохо? Хотел ему Эфиоп намекнуть, что этот сарай из говна и палок и половина тех тканей не стоит. Но сообразил, что не надо начинать жизнь на новом месте с таких вот намеков. И забросил ткачество, как неперспективное занятие. Занялся, как и все, земледелием. Земля у нубов считалась божья, то бишь ничья. Обрабатывали они ее сообща, таким вот колхозом. Приняли Эфиопа в этот колхоз, выдали ему ведро, выдали мотыгу, и стал он вместе со всеми на горных террасах землю ковырять, да воду таскать. Тяжелая была работа, но кормили исправно. С утра миску каши, вечером миску каши. А по урожаю обещали еще выдать мешков 6 зерна или даже 8, уж как получится. Ну, короче, все пахали. Эфиоп тоже. Но очень быстро стал он замечать, что не все трудятся, как он, каждый день. Некоторые через день на работу выходят. Некоторые раз в неделю появляются, некоторых вообще не видно. Однако за кашей все приходят исправно. И с утра, и вечером. Сильно его напрягала такая несправедливость. Но он пока помалкивал. Ну, не станешь же шум поднимать из-за миски каш. Урожай созрел, удачный оказался. Жаль, его обмолотили, дедушке шаману отнесли. Дедушка его распределил, половину в общий котел, а остальное всем поровну. Все по 10 мешков получили. И кто каждый день горбатился, и кто через день ходил, и кого вообще не видно было. Тут-то Эфиоп не стерпел. Встал, да заявил. Несправедливо это. Надо, чтобы кто больше работает, тот больше получал. А кто меньше работает, тот меньше получал. А кто вообще не работает, пусть вообще не ест. Вот это справедливо. Сильно всех удивил. Дедушка-шаман на это сказал справедливо. Не понимаю. Человек пить есть должен. Понимаю. Человек пить есть будет. Болеть не будет, умирать не будет. Хорошо будет. Человек пить есть не будет, болеть будет, умирать будет, плохо будет. Всем хорошо. Почему опять плохо? И смекнул Эфиоп, что этому дикарю про справедливость не втолкуешь, не дорос он еще до справедливости. И подумал, ну ладно, если у вас тут такие порядки, значит, со следующего сезона не буду я напрягаться, буду я расслабляться. И когда следующая полевая кампания началась, с утра он за кашей сходил, а на работу не пошел.
И жену не пустил. Вечером за кашей приходит, а ему не насыпают. Говорят, дедушка не велел. Он к дедушке, дедушка, что за дела? А дедушка ему: кто не работает, пусть не ест. Так ты говорил. Не работаешь, не ешь, как ты говорил. Почему опять плохо? И смекнул дедушка, что... Смекнул Эфиоп, что дедушка вовсе не тупой, а очень даже хитрый и коварный. И забросил ткачество как неперспективное занятие. Занялся, как и все. Ой, блин. Не, ну да. Короче, забросил земледелие. Тем более, что над ним там уже подсмеиваться начали. Пошел в скотоводы устраиваться. А скотина у нубов была частная, то бишь у каждого своя. Берегли они ее, как москвичи жилплощадь. И пастухи у них были самые крутые люди в селе. Вот такие здоровенные парни, лучшие борцы, лучшие певцы. Хрен бы, конечно, Эфиоп вписался в эту элитную тусовку. Но на его счастье сынок его где-то за полгода до того с пастухами закорешился, и был у них за подпаска. Он-то и уговорил: примите моего папу на работу. Так вот и стал Эфиоп у собственного сына помощником. Ну немножко нехорошо, конечно, но зато работа офигенная. Целыми днями на свежем воздухе, на зеленой травке. Не надо землю долбить, не надо воду таскать, а питание усиленное, молоко каждый день, творога, ну и раз мясо перепадает. Одна проблема — пастбище далеко от дома. Неделю гонишь это стадо на пастбище, потом там с ним пропадаешь пару месяцев, потом неделю еще возвращаешься. Но зато возвращаешься как король, с полными мешками ништяков. И вот, значит, возвращается Эфиоп домой со своего первого выгона на пастбище. 2 торбы продуктов тащит. Рано утречком в селение пришел. Еще не рассвело. В хату тихонько проскользнул, мешки в уголку поставил, их жене под бочок. Но вместо жены натыкается на что-то колючее, костлявое. Чиркнул огнивом. Опа, это же дедушка-шаман. Эфиоп до того торопел, что даже до речи потерял. Только и смог вымолвить: дедушка, ты чё? А дедушка ему в ответ: она мерзла, я грел. Она скучала, я веселил. Всем хорошо, почему опять плохо? Эфиоп ему выписал такого пенделя, что летел дедушка через всю деревню аж до своей хаты. Так представьте, за ним Эфиопова жена убежала. В чем была, то есть без ничего. Крича на ходу Эфиопу: какой он мерзавец, какой он негодяй, какой жестокий человек, как он с дедушкой обошелся. И сел Эфиоп на кровать, не знает, что делать. Кого первым убить? То ли жену, то ли дедушку, то ли себя. А тут сынок его вернулся. Видит, что папа не в себе. Спросил, в чем дело, как услышал. Папу не одобрил. Говорит: что ты, папа, жадный такой? Ты же знаешь, что у дедушки сына на войне убили.
Вот пусть бы ему наша мама нового родила. И понял Эфиоп, что сына он тоже потерял, пропитался сын дикарскими понятиями. Лег на койку, отвернулся мордой к стене и лежит. А деревня к празднику готовится, пастухи вернулись, это праздник. Приходят пастухи Эфиопа на праздник звать. А он говорит: ой, парни, не до праздника мне сейчас, мне вообще жить не хочется. Пастухи переглянулись, позвали дедушку. И говорят: вот смотри, дедушка, приезжий, походу, помирать собрался. А у нас праздник. И если помрет в праздник, будет вместо праздника похороны. Давай мы его сейчас закопаем, еще до праздника. А дедушка говорит: да закопайте его ради бога, он уже тут всех достал. Эфиоп, надо сказать, на местном наречии уже к тому времени хорошо понимал, чтобы это понять. Как услышал он, что дедушка сказал, мигом похватал, до чего дотянулся, и бегом с села, из Нубских гор вниз. Потому что пастухи парни серьезные, решили закопать, значит закопают. Короче, бежал без передышки, пока до самого подножия гор не добежал. А как добежал? Остановился и подумал, что нельзя это так оставлять. Дедушка его очень подло развел. Фактически отобрал у него жену и сына. Надо их обратно вернуть. Отправился в Дарфур. Нашел там командира охотников за людьми. И давай ему втирать, что знает место, где очень много здоровенных черных рабов можно поймать. Знает проходы в их село. Знает, когда они спят, когда бодрствуют. Может туда отряд привести. И ни копейки за это не попросит, только чтобы освободили его жену и сына, которых эти дикари захватили и в плену удерживают. Командир его выслушал внимательно, а потом спросил: ты не про нубов ли случайно говоришь? Эфиоп сказал про них. Командир сказал: иди отсюда, не морочь там голову. Нубы плохие рабы, работать не хотят, ничему не учатся, бунтуют, убегают, просто дохнут. Никому они и даром не нужны. Отправился Эфиоп в султанат Синар. Пробился к самому султану с докладом о том, какие опасные дикари у него на южных границах скопились. Рассказывал о том, что знает все подходы к этим дикарям. Просил дать ему армию. Типа, может, он ее туда провести. Но понимания не нашел. Даже более того, отлупили его по пяткам, да, выбросили из дворца. А пока он на каком-то бомжатнике отлеживался, местные люди ему объяснили, что зря он к султану с этой темой полез. Султан в Нубские горы соваться не станет, потому что пока нубы в своих горах сидят, они никому не вредят. Ну, стоит туда сунуться, это будет война лет на 10, и непонятно еще кто победит. И вернулся Эфиоп в Эфиопию. Отправился в город Гондор, тогдашнюю столицу. Добился аудиенции у самого Негуса, царя царей. Поведал ему про свои страдания. Просила у него военно-дипломатической помощи, чтобы вернуть жену и сына. Негус, понятно, не дал ни того, ни другого. Ну, где Нубские горы, а где Эфиопия?
но сочувствие проявил. Выделил Эфиопу как пострадавшему подъемные и подарил домик в центре Гондора. Поселился туда Эфиоп и за прежнее дело взялся. Ткачеством занялся. Клиентов у него теперь было куда больше, чем раньше. Еще был, самого царя принят был. Еще и царь у него что-то заказывал. Женился он. Детей наплодил. Со многими командирами дружбу свел. Вблизи они казались вовсе не такими подонками, как издали казались. И дожил до глубокой старости. И до глубокой старости всем рассказывал, как он в юности путешествовал, и как он у нубов в плену побывал, и какие эти дикари тупые кровожадные сволочи, и как вообще цивилизованному человеку среди них делать нечего. Вот такая вот история про путешествие по реальной Африке.